Наша планета населена многочисленными животными, живущими на суше, в воде, в воздухе и под землей. Их мир богат и разнообразен, и каждое из существ занимает свою определенную нишу. Все они не похожи друг на друга и отличаются не только образом жизни, но и размерами. Мы хотим познакомить вас с маленькими представителями, так сказать, мини-версиями, некоторых хорошо всем известных животных дикой природы. В последнее время мини-животных люди стали содержать как домашних любимцев. Карликовый бегемот или карликовый гиппопотам – травоядное млекопитающее из семейства бегемотовых. Живет в Либерии, Сьерра-Леоне и Кот-д'Ивуаре. Это животное также ведет полуводный образ жизни, но в отличие от обыкновенных бегемотов, живет поодиночке и не склонен к защите своей территории. Взрослые особи достигают 83 см высоты в плечах, 177 см в длину и весят от 180 до 275 кг. Вес самца обычного бегемота в среднем равен 3-4 тоннам. Самый маленький и очень редкий из медведей – это беруанг, относящийся к роду малайских медведей. Их можно встретить на территории Индии, Китая, Таиланда, Индонезии. Среди местных жителей беруангов зовут медведь-собака или солнечный медведь. Средний рост самца примерно 1,3 метра в длину, вес до 70 кг, в то время как белые медведи могут достигать длину 2,5-3 метров и весить 700-800 кг. Днем малайский медведь спит и греется на солнышке на ветвях деревьев, где у него находится что-то вроде гнезда. Особенность этого медведя – очень длинный язык, которым он добывает мед из ульев и насекомых из расщелин скал и деревьев. Карликовая ночная акула длиной 20-25 см и весом 150-200 грамм является одной из самых маленьких акул на планете. Обитает в теплых и умеренно теплых водах всех океанов, кроме Северного Ледовитого. Ее родственники, китовая и гигантская акулы, достигают 15-20 метров в длину и весят до 20 тонн. Живет малютка на глубине от 300 до 450 метров и использует биолюминесценцию, по мнению ученых, для привлечения противоположного пола в период размножения. На теплых пляжах Австралии и Новой Зеландии обитает малый пингвин, ростом 30-35 см и весом около 1 кг. Его брат императорский пингвин имеет рост до 120 см, а вес до 40 кг. Оперение пингвина-эльфа серо-голубого цвета, поэтому его еще называют маленький голубой пингвин. Эти птицы, как и их большие сородичи, летать не умеют, зато отлично плавают и ныряют. В Австралию на остров Виктория, где находится одна из колоний, приезжают туристы и ученые со всего мира понаблюдать за каждодневным парадом пингвинов-эльфов в вечерние и ночные часы. Карликовая антилопа – самый мелкий представитель подсемейства настоящих антилоп. Высота ее в холке 25-30 см, вес 1,5-3 кг. Водится в густых лесах Западной Африки. Размеры самой большой из африканских антилоп канны, рост до 2 метров в холке, а вес до 1000 кг. Этих антилоп называют еще кустарниковыми, так как вся территория их обитания пронизана туннелями через заросли колючих кустарников, в которых могут поместиться только такие маленькие животные. В зарослях антилопа непобедима. Самым маленьким оленем является малый кончиль, обитающий на островах Суматра, Калимантан и Ява. Длина животного 45-55 см, высота в холке 20-25 см, вес 1,5-2,5 кг. Особи семейства благородных оленей весят более 300 кг, имеют длину тела до 2,5 метров, при высоте в холке до 160 см. Рогов у малого кончиля нет, зато есть клыки, которыми он может сильно поранить. Это ночные животные, ведущие одиночный образ жизни. Едят они все, что попадется на пути, от листков тропических растений до жуков и лягушек. Активно охотятся на рыбу в мелких ставках и речушках. В настоящее время это реликтовая группа животных. Феникс – самый маленький представитель семейства псовых. Живет в норах, в пустынях Северной Африки. Высота в холке 18-22 см, туловище длиной 30-40 см, хвост до 30 см, весит до 1,5 кг.
Самые крупные представители семейства псовых волки могут весить до 80 кг, а высоту в холке иметь до 90 см. Большие уши, длина которых 15 см, нужны фенику, чтобы слышать передвижение насекомых и мелких позвоночных по песку, а также для лучшего охлаждения тела в дневную жару. Опушенная стопа позволяет фенику ходить по горячему песку. В последние годы феники популярны как домашние питомцы. Карликовый муравьед является самым маленьким представителем муравьедов. Обитает в Центральной и Южной Америке. Его длина 35-45 см, из которых 18-20 см приходится на хвост. Вес 300-400 граммов. Самый крупный гигантский муравьед вырастает вместе с хвостом до 2 метров, а весит он 30-35 кг. Мордочка карликового муравьеда заканчивается хоботком. Длинный и липкий язык приспособлен к поеданию муравьев и термитов. Цепкий хвост помогает передвигаться по деревьям. Самыми маленькими из отряда приматов являются карликовые игрунки и некоторые виды карликовых мышиных лемуров. Размеры тела карликовых игрунок 11-15 см, длина хвоста 17-22 см, вес 100-150 грамм, поэтому их еще называют пальчиковые обезьянки. Животные обитают в бассейне Амазонки, в Колумбии, Эквадоре, Бразилии, Боливии и Перу. Карликовые игрунки популярны в качестве домашних любимцев по всему миру. Карликовые мышиные лемуры обитают в районе засушливых лесов на северо-западе Мадагаскара. Некоторые их виды имеют размеры тела 8-15 см, хвост длиной 15-20 см, вес тела при этом составляет 30-50 грамм. Мышиные лемуры проводят большую часть своей жизни на деревьях, активными бывают в ночное время суток, они занесены в Красную книгу. Рост самой крупной обезьяны гориллы доходит до 2 метров, вес до 270 кг. Это самый мелкий из броненосцев. Имеет длину тела 12-15 см, хвоста 2,5-3 см и массу 90-100 грамм. Самый крупный из современных броненосцев не превышает 1 метра в длину и весит около 60 кг. Встречается плащеносный броненосец на сухих лугах и плоских песчаных участках с кактусами и колючими кустарниками в центральной части Аргентины, выкапывая норы около муравейников. Отличается бледно-розовой или розовой окраской панциря, что объясняется большим количеством кровеносных сосудов, проходящих через него. Маленькие животные или животные-пигмеи вызывают большее умиление и восхищение, чем их сородичи обычных размеров. Исследователи многих стран ездят по всему миру в поисках новых видов миниатюрных созданий, но найти их не так-то просто. За последние десятилетия учеными обнаружено немало новых видов животных-малышей. Поиски продолжаются. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ваши пожелания и подписывайтесь на наш канал.